С разбега в Turbulence FD. Да, это тот самый плагин, который может симулировать взрыв твоего ПК. Но не бойся, все не так плохо. Знаешь, самое главное — это понимание. Может быть, я не настолько аккуратен, не работаю с сортировкой должным образом. Порой я вообще не работаю с сортировкой. Но чего я понимал всю жизнь и убеждаюсь каждый раз — это сегментация. Я не могу делать что-либо, пока не знаю, как это работает. Это что-либо, и иногда какое-то маленькое дело, заставляет мой мозг изучить все особенности для дальнейших идей. Это как проклятие, только хорошее, которого желаю и тебе. Потому что важно не бросаться на все подряд и изучить хорошенько что-то одно. И я тебе помогу. С разбега залетаем во вкладку «Плагин», открепим панель Turbulence FD для удобства. Сразу создаем контейнер. Эта штука создаст пространство для нашей симуляции, работы с ней и прилагающимися настройками влияния на огонь, дым, ну и так далее. Во вкладке «Контейнер» меняем масштаб нашего бокса, потому что изначально он маловат. Также создаем примитив сферу и кидаем на него тег Turbulence FD Emitter. Зачем он? Почему тег? Прикол в том, что ты даешь клеймо тому объекту, который ты хочешь видеть в качестве эмиттера, то есть объекта, который будет испускать дым. Симуляция очень сильно зависит от формы объекта и эмиттера Cinema 4D. К нему еще придем. В данном случае у нас самый простой объект — сфера. Сразу включим режим температуры. Пока сильно не запаривайся, все расскажу. Это окно и производит нашу симуляцию. В режиме кэш вы получите симуляцию, которая запишется вам в память на том промежутке времени, который вы выставили на таймлинии. При запуске симуляции с более высоким разрешением, под названием Апресс, меньшим размером вокселя, имитация займет больше времени и может привести к совершенно другим результатам. Не только будет больше деталей, но даже грубая форма движения может отличаться. Очень специфичная штука, и порой не гонитесь за этими мелкими деталями. Ну, в виде такой функции. Потому что меняет она симуляцию действительно не херово. Как включить? Ну, для начала вам необходимо включить Velocity вот здесь, создать кэш симуляции и еще раз пробежаться только как раз с этим Апресс. Позже будут его настройки. Далее у нас своего рода магнитофон с теми же кнопками, что в окне симуляции. Это, думаю, понятно. Включаем интерактивный режим для постоянной симуляции, для того, чтобы мне проще было показать результат действий. Окей, жмем старт. Поехали в Voxel Size, размер вокселя. В своем стандартном значении это единица. Но это все относительно объектов и контейнера. Чем больше размер вокселя, тем ниже будет качество нашей симуляции. При моих условиях для стабильной работы нам будет хватать 2 см. Если компьютер слабенький и не позволяет делать суперсимуляции на быстрых скоростях, поставь побольше, ничего страшного, самое главное не супер высокие значения. Далее очень важно выбрать кэш, где будет храниться вся симуляция. Выбирай путь, где не будет русских символов. Это обязательно. Снизу галки для дополнительного кэширования. Переходим во вкладку Simulation, здесь и хранится все самое интересное. Первая галка включает режим симуляции во время рендера. Solver, Frame Stop, Step Limit. Если ваша симуляция имеет высокие скорости и вы видите шумовые артефакты в потоке, вам необходимо повысить количество подшагов. Чтобы программа просчитывала симуляцию несколько раз, сразу готовьтесь к разносу компьютера. Такие уж дела. Прежа, Iteration Limit. Предел давления — это промежуток шагов, за который выходить нельзя. Как бы подразделяя от 1 до 3 при необходимых значениях, но не выше. Эти настройки — своего рода предел, при которых программа сама просчитывает определенные действия. Adaptive Container — важный параметр, потому что он оптимизирует ваш процесс симуляции, моделируя наименьшую возможную часть контейнера, чтобы сэкономить время, а главное — память. И вот параметры Clip Bellow на вкладках Velocity, температуры, Density, Fuel и Burn определяют, когда Turbulence может уменьшить контейнер. К этому придем. Это вот такой меняющийся зеленый куб. Запиши себе куда-нибудь. Адвекция. Точность адвекции влияет на четкость деталей на наших флюидах, то есть симуляции. 1 — значение сглажено, но быстро. 2 — больше деталей, но жрет память. Классная штука. Adaptive Tracer. Сколько не баловался с этой настройкой, совершенно не понимаю влияния ее на среду. Также скорость и память. Так как симуляция — это программа, а программа пишется по возможным законам физики, геометрии и Cinema 4D, в данном случае нужно учитывать огромное множество аспектов. Движение вокселей в пространстве размывается, и следующая галка убирает этот аспект, замедляя работу, но увеличивает четкость деталей. MISC — это разные фишки. Первая галка
При больших симуляциях и слабых машинах эта функция позволит распределить либо больше памяти и быстрее скорость, либо меньше памяти, но жертвуем скоростью. На время рендера это не влияет. Вот это необходимо для расширения контейнера. Эта галка необходима для столкновения и правильной симуляции, для видимых объектов и правильного взаимодействия. Отключите эту функцию, если столкновение происходит на невидимых поверхностях. Press Scale – увеличение расширения. Вот оно. Fine Turbulence Intensity. Количество мелкомасштабной турбулентности. Выглядит, конечно, круто, но осторожно, ваш компьютер может показать вам настоящий турбуленс дома. Small Power. Следующий параметр определяет, насколько сильные маленькие детали относительно следующих других больших. Некая рандомность, например, в значении 1 все взмахи будут одинаковыми постоянно. При меньших будет разнообразие. Тайминг – изменение скорости воспроизведения. Ничего сложного. Вы можете анимировать таймскейл для эффектного замедления или просто настроить скорость и промежуток кадров. Velocity – скорость. И как раз Clip Bellow. Это такая штука, которая не дает вокселям, которые еще не дошли до стадии симуляции, просчитываться до основного контейнера. Будьте очень аккуратны с этим параметром. Он достаточно хорошо оптимизирует многие вещи при симуляции, но я бы убирал этот параметр при конечном кэше. Damp Velocity – скорость частиц в пространстве для достижения, к примеру, какого-либо тумана после взрыва и так далее. Wind – ветер в 3 направлениях относительно друг от друга и его скорость. Для тебя это слишком просто. Vorticity – завихрень. Завихренность – очень классный эффект для получения пара после кипячения воды или какой-то сильной энергии. Соответственно, его сила, канал, на котором происходит взаимодействие, и кривая. Смотри, здесь мы получаем относительность значений от расстояния. Теперь просто подумай, в котором мы можем выставить самую завихренную точку, то есть в самом начале и на спад под конец, только более точно. Заходи к нам в телеграм-канал, ссылка будет в описании, там можешь задать вопрос. Турбуленс – это более интересные завихрения, но работающие на основе ветра. Также канал. Следующие значения определяют наименьший и наибольший размер завитков для полного контроля над вашим хаосом. Над следующим я корпел очень долго. Но конкретно вам ничего не скажу. Полагаю, что это связано с периодом вариативности, как раз той самой рандомности. Визуально это заметить очень сложно. Следующие параметры зависят от необходимого вам эффекта, данных и процесса симуляции. Необходимо понимать, что такое температура, плотность, огонь и топливо. Каждый из них обладает своими свойствами и настройками. Их немного, но сама суть заключается в другом. В рендере. Держите в голове тот фактор, что вам необходимо иметь несколько слоев для своей цели, чтобы сделать огонь, потом дым, потом какие-нибудь завихрения или остатки от него. И именно визуально вы будете видеть определенные вещи, которые настроите. Чтобы начать процесс, нам необходимо понимать, что нам надо. В дальнейших уроках я покажу некоторые примеры того, как можно фристайлить настройками, получая тот или иной результат. Для того, чтобы включить какой-либо канал, зайдем в эмиттер и установим какое-нибудь значение. Таким образом мы включим канал на определенную мощность и выставим режим Set или Add. Set работает в автономном режиме с затуханием дыма по физическим законам. Add добавляет дым на каждом созданном вокселе дополнительно. Температура – это нагрев, который может влиять на другие каналы и на себя самого. Чтобы сразу была возможность начать симуляцию, нам также необходимо включить температуру в контейнере. Температура. Перейдем сразу сюда. Diffusion. Размытие температуры. Как при замедлении, только без него. И взаимодействие на симуляцию не происходит. Обычный блюр. Следующий параметр очень важен. Если вы хотите уменьшить время жизни вашего огня, то это здесь. В общем, охлаждение. Buoyancy – это сила, которая заставляет теплый воздух подниматься и холодный воздух тонуть. Это значение указывает силу на единицу температуры, действующую на воксель, ну и его направление. Density – плотность. Для того, чтобы увидеть конкретный канал визуально, перейдите на вкладку Viewport и меняйте канал на необходимый. Итак, Density – это практически то же самое, только опять же другой канал, другое поведение. Можно создавать крутые штуки с противовесом друг друга. И... я покажу. Fuel. Топливо. Очень интересная штука для взаимодействия с другими каналами. Вообще, он выводит все каналы одновременно. Если они, конечно, включены в контейнере. Топливо работает как облако горючего газа, такого как пропан.
Поехали. Burn Rate определяет количество топлива, которое сжигается в каждом кадре. Чем быстрее он сгорает, тем больше будет горения и температуры. С помощью маски можно поджигать объекты, тем самым обходиться без лишней анимации. И делать все гораздо интереснее. Также используя любой канал плюс кривые, делая вариативность сумасшедшей. Oh yeah. Расширение газа. Газ расширяется и делает его шире. Temperature emission определяет, сколько тепла вырабатывается на единицу сгоревшего топлива. Density emission определяет, сколько плотности генерируется на единицу сгоревшего топлива. Burn – горение. Идеальный способ сделать огонь и настроить его так, как необходимо. Конечно, можно сделать дым и огонь через температуру в дальнейшем рендере. Но получить именно настоящий эффект огня по опыту получается через температуру с бёрном. И остальные настройки все схожи. Некий блюр в виде диффузии и дикей в виде линейного, что означает, что язык пламени будет обрубаться резко, и экспоненциально, что значит язык пламени будет угасать плавно. Подходит для свечек. Давай покопаемся в настройках эмиттера и разберем все функции. Первое. Радиус – это расстояние между объектом, испускающим дым, и самим дымом. Вторая вкладка нужна для объектов, которые должны взаимодействовать с созданной вами симуляцией и при этом создавать потоки реалистичного ветра. Работает только при кэше. Fill Object заполняет весь эмиттер изнутри, так как без этого значения эмиссия происходит только на краях геометрии. Следующий позволит вырезать определенное количество полигонов на объекте и позволит создать симуляции именно в этих местах. Далее текстура. Она может создавать нам маску на основе шейдера Cinema 4D и симулировать в рандомных местах объекта. Крутя, конечно. Следующий параметр работает с частицами и имеет ряд функций в зависимости значения от длины создания частиц. К этому я еще приду в следующих роликах. Force. Здесь имеется очень важная штука, как Velocity. Это касается анимации нашего эмиттера или быстро испускающихся частиц. Смотри, когда мы анимируем наш эмиттер, при симуляции мы видим, что частицы просто двигаются в своем направлении, а дым происходит по своим обычным законам движения. И этот параметр создает необходимую траекторию, как у наших частиц, для необходимого эффекта скорости. То есть, когда частицы идут в какое-то направление, при обычных настройках дым пойдет просто вверх, а так он возьмет инерцию от наших частиц. Тоже запиши, пригодится. Normal Force увеличивает мощность симуляции и очень действенно работает на плоских поверхностях в виде пожаров. Вообще здесь имеется в виду нормаль, но каким образом это работает точно, сказать ничего, к сожалению, не могу. Пробуй совмещать этот параметр. И давление. Положительные значения вызывают расширение, отрицательные вызывают сжатие. Можно делать очень классные взрывы под водой. И все это дело приправлено вкладкой Viewport, в которой ты можешь включить или отключить все видимые объекты и разметки, выбрать канал для визуального понимания, шейдер, режимы и настройка цвета в рендеринг. Как все это отрендерить? У меня есть специальный курс как раз для таких дел. Render Redshift. Полная основа и разбор каждой функции программы. Я поделюсь с тобой личным опытом, покажу классные фишки, ты попадешь в наше теплое сообщество, и я сделаю из тебя специалиста, потому что 1000 заказчиков нуждаются в таком, как ты. Все, жди следующие ролики, переходи по ссылке, я буду тебя ждать.